Я рассказывал, как монтирует один ютубер, как другой ютубер, как в принципе монтируют видео люди, через какие проги можно монтировать, через какие проги можно делать превьюшки и так далее и тому подобное. Но я особо не затрагивал тему того, как я монтирую прям в точности. Я имею в виду рассказать прям точно, что, как, где и почему делается. Поэтому сегодня мы об этом и поговорим. И немножко, скажем так, окунемся в мир моего монтажа и узнаем, что же я делаю. Погнали! Начнем с Adobe Audition. Да, эта программа используется мною прямо сейчас во время записи этого видео. Вот так вот у меня идет запись этого видео, идет запись звука. После этого я наложу парочку эффектов. Собственно, туториал по этой программе у меня есть на канале, ссылочка будет в описании. Я использую именно Adobe Audition для записи звука, и никакую другую программу я больше не использую. Раньше это был Audacity, но я постепенно начал разочаровываться в этой программе и понял, что в Adobe Audition возможностей намного больше. Здесь я какое-то время обрабатывал звук с помощью лишь одной кнопочки. Заходил в Effects Pack, выбирал пресет Podcast Voice, херачил его и, что правильно, звучал идеально. Это мой звук без какой-либо обработки и так далее. А это мой звук, обработанный стандартным пресетом Podcast Voice, который звучит примерно вот так. Далее, после нашего старого доброго Adobe Audition, у нас пойдет запись видео. Это у нас NVIDIA Shadow Play. Здесь у нас есть все настройки этой программы. Подробнее рассказывал опять же в видео, которое выходило вчера. Ссылочка на это видео также будет в описании. Там я рассказываю почетче про все настройки и так далее, но я использую именно Shadow Play, поскольку эта программа позволяет записывать видео, не теряя качество изначального вашего монитора. Если у вас моник 4К, можете писать в 4К, Full HD, Full HD. Запись происходит довольно качественно, более того, эта программа абсолютно не нагружает систему, так как под эту программу отложен специальный маленький чипик на каждой видеокарте, чьи ресурсы, собственно, используются для записи видео. Далее давайте перейдем к небольшому помощнику, а именно 4K Downloader. Это такая штука, которая позволяет скачивать видео с YouTube. У меня часто спрашивали, какие проги ты юзаешь для скачивания видео, либо какой геймплей ты юзаешь, куда ты его берешь и так далее. Я ввожу геймплей, выбираю интересное мне видео, например, Spider-Man PS4, копирую ссылочку с этого видео, вставляю ссылку сюда, скачиваю этот видео с максимальным разрешением и потом использую этот геймплей у себя в видео. Вы скажете: ты чё, как так-то? Тебя же застрайкуют, тебе ж пизда. Нет, чуваки, права на этот геймплей принадлежат не каналу, например, Кукиски или как он называется, неважно. Права на этот геймплей принадлежат именно разработчикам этой игры. И единственный, кто может вас страйкануть, это разработчик этой игры. Или если этому ютуберу был предоставлен этот геймплей эксклюзивно, то есть ни у кого больше этого геймплея, например, нету. В любом другом случае вы можете взять любой геймплей с ютуба абсолютно, и вам ничего не будет. Потому что разработчики не будут никого за это страйкать, и никогда этого не делали. Почти во всех видосах я юзал геймплей не свой, находя его в интернете в хорошем разрешении и так далее. И ни разу мне не прилетало не то что страйк, мне ни разу не прилетала даже жалоба, даже намек на то, что геймплей здесь не ваш, алло, уберите это видео и все дела. Единственный мой вам совет: если вы будете вбивать геймплей, не юзайте геймплей с официальных каналов. Потому что, например, Anthem Game относится к тому, что ты юзаешь геймплей из этой игры нормально. Я юзал, кстати, геймплей именно этот пару раз. А Call of Duty делала еще очень даже паскудно. Юзая и геймплей с их канала, вы получали АП. Поэтому Call of Duty и другие лучше официальные каналы не юзайте, юзайте именно геймплей других ютуберов, если вам нужен геймплей, а записать вы сами его не можете за счет того, что у вас плохой компьютер, либо за счет того, что у вас там нет времени или что-то еще. Далее давайте перейдем к тому, через что у нас создаются превьюшки. Это довольно просто. Cinema 4D для создания текста. То есть здесь у меня делается текст, после этого я его здесь рендерю. Опять же, у меня было парочку туториалов по созданию хорошего текста в Cinema 4D, можете найти их у меня на канале. После этого я делаю превьюшку. Как я делаю превьюшку, рассказывать смысла особо нету. Допустим, превью к этому видео довольно простая. Да, выглядит довольно свежо, приятно, но довольно простая. Текст сделан через Cinema 4D. Взята текстура огня, раскинута за текстом вот раз, два и три. Потом взяты логотипы AE и Vegas Pro. За ним тоже взят огонь и просто добавлено освещение поверх. Как вы видите, здесь немножко более темное изображение, здесь более светлое, зеленоватое, потому что типа свечение от огня вот здесь. То есть я сделал превьюшку, скомпоновал ее как-то. Туториалы по созданию превьюшка примерно таким у меня есть на канале. Ссылочка на туториал по созданию 3D превью также будет в описании, вдруг вам это нужно. После этого мы включаем Magic Bullet Looks. Это отдельная прога у меня стоит.
Есть, конечно же, плагины для Photoshop, плагины для Vegas и так далее, но у меня это все стоит отдельной программой. Сюда я загружаю превью. Сейчас она у меня уже обработана через именно Magic Bullet Looks, поэтому эффекты, которые я буду накладывать, будут смотреться уже слишком какими-то вычурными, потому что накладываю эффект по второму кругу. Но обычно я использую вот такие вот эффекты. Edge Softness делаю побольше, Quality на 10, перемещаю влево. Примерно вот так вот делаю, чтобы текст было видно четко, и по правому краю уже постепенно все начало размываться. После этого беру Spot Exposure, накладываю поверх текста, выбираю цвет, который сходится с нашим текстом. Если у нас текст зеленый, значит мы выбираем здесь зеленый цвет, текст синий цвет, оранжевый цвет. Ставлю здесь Stops плюс 60. Опять же, из-за того, что я уже обрабатывал эту пикчу, немножко выглядит странно и очень пересвечено, но тем не менее у вас это будет, соответственно, нормально. После этого беру Chromatic Aberration, накидываю Chromatic Aberration, ставлю вот примерно вот так вот и вот так вот. И у нас просто создается бонусный эффект такой небольшой 3D-шности. То есть это такой обычный эффект 3D-анаглифа, что ли. Далее захожу в камера, беру Curves. Здесь уже зависит от изображения, как будет настраиваться наша пикча. Тем не менее, как-то тут ее настраиваю. Обычно это буковкой S происходит, потому что зачастую именно так будет все идеально. Но бывает и, понятное дело, обработка происходит по-другому. Все зависит, опять же, от изображения. После этого я просто сохраняю эту превьюшку, и все, превью у нас готово. Далее сам процесс монтажа. Для монтажа я использую две программы. Это Vegas Pro и Adobe After Effects. В Vegas Pro я ничего особенного не делаю. То есть вы скажете, в смысле, что, как, где? То есть, например, вот у меня есть видео, и я просто беру, смотрю, отслушиваю моменты, я тут где-нибудь зафакапился, я этот момент вырезал и так далее. У меня монтаж именно так и происходит. Я смотрю видео, бац-бац, нарезаю, что-то делаю. Там обычно я еще ставлю в кропе так, чтобы не было видно нижней части моего монитора, где у меня там часы и так далее, потому что это сильно отвлекает, когда люди смотрят. Зачастую люди будут обращать внимание туда. Сколько времени, какие программы, что там происходит, как он это сделал, что и так далее и тому подобное. Поэтому для того, чтобы избежать вот этого, я просто убираю все самое нижнее и оставляю только Photoshop или любую другую программу. Таким образом, внимание будет сконцентрировано именно на этой проге. Это лично мое мнение. Потом, если мне нужно добавить какой-то эффект, я просто накидываю на дорожку выше. Например, вот интро. Оно сделано в After Effects, опять же, только в After Effects и в Photoshop. Как видите, здесь черный фон, это нас не устраивает. Нажимаем PKM, просто берем, отключаем ресэмплирование. Это очень важно. Ресэмплирование — это штука, которая иногда убивает качество ваших видео. Но лучше отключайте ресэмплирование. Это мой вам совет. И просто на все эффекты, которые делаю в After Effects, я херачу альфа-канал прямой. И у нас, как видите, становится прозрачным все. И так делается всегда. Здесь у меня видео, оно у меня хорошо нарезано, чтобы всякие фейлы и так далее были вырезаны. Сверху у меня находятся эффекты, которые делаются в After Effects, а снизу у меня находится музыка, которую качаю с сайта Epidemic Sound. Epidemic Sound — это библиотека музыки, которую использую я, Marmok, например, тот же самый, да, и огромное количество других ютуберов, потому что это библиотека для партнеров VSP, или же теперь Юлы, и для любых других людей, но обычные люди, которые заходят на этот сайт, не являются партнерами Юлы, они здесь должны платить цену. Это, например, $15 в месяц, 30 или $150 в месяц. Но если ты являешься партнером Юлы, коим я и являюсь, то вы можете использовать всю музыку отсюда бесплатно. Ссылочка на партнерку будет в описании, вдруг вы захотите вступить в нее. Итак, я нахожу какую-нибудь песню, например, я не знаю, там, Trap Beats. Слушаю ее, отслушиваю, потом нажимаю скачать, Download Full Mix, скачиваю эту песню. И потом просто беру и закидываю ее у нас в Sony Vegas. И все, у нас наша песня готова. У этой песни всегда охеренный графон, потому что заливаются песни все на Epidemic Sound в максимальном качестве. И слышится все просто идеально. Что же я делаю в After Effects в этот момент? Я нажимаю New Composition, выбираю Duration, это не знаю, там сколько секунд будет идти этот эффект. Нажимаем там, не знаю, 7 секунд, окей. Далее я юзаю парочку плагинов, и иногда парочку плагинов я не юзаю, зависит от того, что мне нужно сделать. Иногда я юзаю Animation Studio, это всякие разные эффекты для ваших картинок и так далее. Сейчас я вам даже пример покажу. Просто закидываем сюда медиафайл, выбираем его. Далее я через Animation Studio или Composer добавляю всякие типа переходики. То есть, например, мне хочется сделать плавное появление. Выбираем, например, там, не знаю, паттерн, выбираем какой-нибудь паттерн, нажимаем Apply. И у нас теперь наше изображение вот так вот плавненько появляется. Понятное дело, эффектов здесь много, типа, не знаю, там, глич, у вас этот эффект применяется, у вас анимация это готова. Подробнее об Animation Composer у меня есть туториал по ссылочке в описании. Я ему рассказываю четко, где скачать этот плагин, как его установить, как его использовать, и что вообще там надо сделать, какие там есть эффекты и так далее и тому подобное. Ссылочка будет опять же в описании. Так что здесь объяснять подробно смысла особо нету. Создаю какой-то интересный текст, например, не знаю, там вот SDF, накладываю на него какие-то эффекты. После этого я нажимаю Composition, Pre-Render,
Выбираю Custom AV QuickTime, а не AV. Окей. После этого выбираю какое-либо название и нажимаю кнопочку Render. Почему QuickTime, а не AV и так далее? QuickTime — это такой формат видео, который позволяет рендерить сразу же ваше видео в альфа-канале. Просто выбирайте QuickTime и все. Если у вас QuickTime нету, скачивайте его просто в интернете. Он скачивается довольно просто. Вводите QuickTime Download. Это бесплатная хрень, она у вас на комп установится и все. После этого просто происходит процесс рендеринга. И далее я уже закидываю этот эффект в Vegas Pro. Здесь больше ничего нет. Я просто дальше нарезаю моменты дальше. Выключаю музыку, делаю какие-то переходы. У меня в создании видео ничего сложного нету. Но перед тем, как начать создать само видео, монтировать его и так далее, я делаю еще кое-что. Я встаю утром, обычно это утро, сижу и думаю, так, что бы мне было интересно сегодня узнать, или что было бы интересно мне сегодня кому-то рассказать, что было бы интересно мне и другим людям. Потому что если эта тема не интересна мне, то, скорее всего, и людям она интересна не будет. Я думаю, придумаю какую-то тему и делаю об этом видео. Сейчас я видео делаю довольно часто, и я считаю, что это довольно круто. Я сижу и такой, так, глич-эффект. Давайте сделаем туториал по глич-эффекту. Это довольно прикольная штука. И делаю туториал именно поэтому. Очень важно придумать идею. И те, кто говорят, что идеи для туторщиков уже давно закончились, это говорят люди, которые идеи придумать себе сами не могут. Поэтому идея — это очень важно, и придумать ее на самом деле несложно. Главное не сидеть и не думать, ой, все идеи придуманы, или просто сидеть и шерстить чужие видосы, например. С каждым днем придумываются новые идеи, новые фишки, новые штуки, не только на YouTube, а во всем мире. Поэтому не надо говорить, что, блин, все за меня уже давно придумано. Старайтесь думать и придумывать новые вещи, и тогда вас ждет успех. Поэтому я каждое утро встаю и думаю, что же сегодня мне сделать. Отдохнуть, либо сделать новое видео, либо придумать тему для нового видео, либо постримить, либо что-то еще. И так каждое утро, и из-за этого продуктивность моя повысилась, потому что когда встаешь утром, у тебя есть весь день, и ты думаешь, что мне делать весь день. И такой, буду делать видосики. У меня это так работает на самом деле. Пишите, что вам было бы интересно увидеть в новых видео, потому что, вдруг у вас есть какая-то крутая идея, которую вы сами реализовать не можете, а я вам в этом помогу. Или вы хотите узнать, как сделать какой-то эффект, но нигде туториала найти не могли, поэтому пишите в коммент какую-нибудь идею, что-нибудь еще, и ставьте лайк на это видео, если вам оно было интересно, полезно и прям вот было хорошо. Так что комментарий, лайк и подписка на канал, если вы этого еще не сделали. Слева крутой видос, справа крутой видос, а посередине кнопочка подписаться. Пока!